Всем добрый вечер. Итак, поскольку у нас новых людей добавляется постоянно, и поскольку людям лень лишний раз посмотреть, изучить канал, прежде чем обращаться ко мне, приходится время от времени их приводить в чувство и объяснять, каким образом нужно ко мне обращаться. Итак, я сейчас скажу о том, кого я блокирую, и безвозвратно, окончательно и навсегда. И больше этих людей я не принимаю. Вы знаете, что я принципиальный человек, ко мне больше вы не попадете за 100 лет, даже если будете умолять на коленях. Потому что я столько раз подробно говорила, по-людски, по-человечески, что я просто устала каждый раз говорить. Я сейчас просто убираю лишний народ. Ко мне ходили, ходят и будут ходить всегда тысячи людей. И у меня никогда нет нехватки в людях. Чем дальше меня узнают, тем больше людей ко мне будут идти. В мире 6 миллиардов жителей, знаете. И русскоязычное население почти чуть ли не 1 миллиард. Если взять заодно людей, которые постсоветского пространства, людей, которые все-таки знают русский язык и так далее. Я к тому, что мне до конца моих дней, знаете ли, достаточно людей, пациентов, обращающихся, растут поколения. Они приходят, другие поколения приходят, узнают новые люди, новые приходят. У меня настолько много, настолько достаточно людей, что абсолютно нет нужды кому-либо задницу целовать и объяснять, и пытаться привести в чувство, и просить, и, я не знаю, и воспитывать. Надоело. Многие, кто не может напрямую ко мне попасть, пишут Яне. Я не против абсолютно. Может, даже наоборот, где-то моя работа уменьшается, потому что человек сразу объясняет условия моего труда, и если не устраивает, до свидания. Значит, я сказала, попросила и объяснила. Не обращаться ко мне со словами: «Вы гадалка, вы гадайте, погадайте мне». Я сказала миллион раз, я не гадалка. Гадалки на базарах стоят, гадают вам за 100 рублей, не знаю. Я ведьма. Я человек, у которого есть ясновидение, предсказание. Я вижу проблему человека, я вижу его прошлое, настоящее, я вижу, что с ним происходит и как ему помочь. Если вы пришли узнавать, когда выйдете замуж и как будет звать вашего мужа, я не буду тратить на вас свое время, потому что это фигня. Это ничего не стоящая абсолютно вещь, чтобы лезть из-за этого в вашу судьбу. И если вы просто так ходите узнавать, непонятно что, если у вас нет особых проблем, вы прогадайте свою жизнь, учтите. Люди, которые любят ходить по гадалкам туда-сюда, вечно и всегда, по каждому поводу и без повода, они со временем начинают замечать, что их жизнь опустошается, что они остаются одни, что у них, что вокруг них некая вражда начинается. Одним словом, это и есть прогадать, тем более смотреть на себя в будущее. Сейчас люди понакупили таро, пошли какие-то школы, изучили и говорят: я для себя смотрю, для себя не смотрят ничего. Во-первых, твою судьбу никогда таро не покажет. Таро покажет твою судьбу в мрачных красках, и это сбудется. По сути, это твое наказание за то, что ты лезешь. Во-вторых, для того, чтобы быть профессиональным, скажем, предсказателем, да, и сновидцем, это должно быть дано. С этим рождаются. Этому учить невозможно. Там учат всего лишь значение карт. И не более того. И общие, абсолютно общие, подходящие всем какие-то общие вещи, общие понятия. И больше ничего. Понимаете? Первое. Один раз объяснила. Не обращайтесь ко мне, как можно погадать, погадайте мне. Я вас отблагодарю. Вашу благодарность оставьте себе. Мои консультации платные. И я беру плату за свой труд. Имею полное право и никому не должна, не обязана объяснять. Я уже несколько дней практически очень мало кому отвечаю. Я так устала от этих толп
людей, что просто не объяснить словами. Так вот, я не гадалка. Попрошу ко мне это слово не применять. Один раз сказала, второй раз вы мне пишете снова одно и то же, там, погадайте или что-либо еще, я вас заношу в черный список сразу же, чтобы не терять на вас время и не считая нужным на вас терять вообще время. Следующий момент. Если вы обращаетесь по поводу ребенка, дети мне помогают даром. Но если дело касается вас, вы должны будете оплачивать мой труд. Не хотите — до свидания. Мои работы дорогие. Нет возможности. Я вам подарила тысячи заговоров, ритуалов, всего-всего для того, чтобы вы могли воспользоваться этим, хотя бы на время прийти в себя, прежде чем быть готовы ко мне обращаться. Мне звонить не нужно. Я говорила об этом 100 раз и просила. Вы поймите одну вещь. Если в день по 1000 человек мне будут звонить, я просто сойду с ума. Мне придется все время блокировать телефон. Звонить не нужно. Звонит человек на WhatsApp. Берешь телефон, говоришь, пожалуйста, напишите смс, я не буду говорить. Через пару минут звонит на твой номер. Я просто молча беру и блокирую. Если человек не понял, если он считает, что он имеет право звонить мне из разных мест, когда я только что объяснила, что я не могу говорить, с этим человеком мне разговаривать не о чем. И толку от него не будет никакого, и работа с ним вообще не состоится. Мне нужны разумные люди. Понимаете, я нацелена на качество людей, не на количество. Количество мне не нужно. Пускай количество собирает быдло вокруг себя. Следующий момент. Не нужно мне отправлять всю подноготную, все ваши альбомы семейные. Не нужно мне рассказывать о своей жизни от начала и до конца, от сих до сих. Вот так было, потом вот это было, потом вот мы туда поехали. Я говорю, мои консультации платные. Я должна посмотреть, что у вас происходит. Хорошо, ну вот потом, знаете, мы потом вот туда поехали. Я блокирую таких людей без разговоров. Абсолютно не дорожу. Я, наверное, за эти дни, я не знаю, человек 200 уже заблокировала. Не хочу. Идите подальше, идите ищите себе помощи, где хоть, мне все равно. Я знаю, что вам все равно нигде не помогут. И я вас принимать не буду. Вы хотите получить мою помощь? Ведите себя как люди. Понимаете, я от вас не завишу. Пора вам понять, что это я нужна вам, и я вам могу помочь. Вы мне не нужны. Сейчас кто-нибудь скажет, ну, конечно, вы же живете за счет людей, которые к вам приходят. Нет, я живу за счет своей работы, не за счет людей. Я живу за счет своего здоровья, за счет своего времени, которое уделяю этим людям. Я им спасаю жизнь, они мне оплачивают мое время всего лишь. И правильно делают, понимаете? И должны, и обязаны. Не хотят, пускай не приходят. Никто никого насильно не тащит. Будем справедливы друг к другу, хватит. В форумах я блокирую людей, которые надоедают своим нытьем. В форумах я блокирую людей, которые заходят, ни здрасте, ни до свидания. Дайте ритуал от этого. Дайте. Я сразу, раньше я посылала на 3 буквы, сейчас блокирую просто, убираю этот мусор. В форумах я блокирую людей, которые сидят и дают другим советы. Вот делайте то, делайте это, на убыльную луну читайте. Вас никто не просит сюда лезть. Хотите советы раздавать, откройте свой канал, раздайте свои советы, если у вас есть знания. Вы не имеете никакого права на моем форуме какие-то сомнительные ритуалы выкладывать, заговоры кому-то рекомендовать. Никакого не имеете права, потому что завтра вот эти кухонные гусыни, которые пойдут и это сделают, и хуже им станет, будут везде орать и писать, что это им сказали в ведьминой избе. Вы понимаете, что они тупоголовы, и невозможно объяснить, но вы понимаете, это не я вам сказала, это вы где-то там прочитали, кто-то вам посоветовал. Неважно, это на вашем канале было. Поэтому вы не имеете никакого права без моего разрешения и ведома какие-то ритуалы, заговоры выкладывать. Выкладывайте в другом месте. Если у вас есть такой багаж знаний, откройте канал, никто вам не мешает. Показывайте. Вон сколько открыли каналы и стали клоунами всероссийскими. Почему? Потому что ничего весомого они не сказали. Сплетни обо мне закончились, интерес пропал, все. А своего-то ни хрена нету. Что сказать там миру? Только мое имя собирает у них просмотры, больше ничего.
Я таких людей блокирую. Я блокирую людей, которые приходят со словами: вот, а вот это не грех, а вот, вы знаете, а вот Библия вот так. Я выкидываю это. Если вы такие набожные верующие, нехер шастать по магическим форумам. Сидите, веруйте, сидите в храмах, не знаю, молитесь. Зачем вы сюда идете, я не могу понять. Вы приходите ко мне и меня спрашиваете: а это не грех? Мне не нужны такие бесхребетные люди. Вы поймите еще раз, я вам объясняю и говорю. Я от вас не завишу, вы зависите от меня. Это я вам помогаю. И чем быстрее вы это поймете, тем лучше для вас. Мне пишут СМС сегодня женщины: здравствуйте, вот у меня там проблема с сыном, вот это, то. Прочитайте, пожалуйста, нам нужна ваша помощь и перезвоните нам. Как вы думаете, я буду с этим человеком работать? Если человек изначально, у него культуры поведения, обращения нет, я могу с этим человеком работать? У нас не будет с ней никакого результата, у нас не будет с ней никакого диалога. Ты обращаешься к человеку за помощью и говоришь: перезвони мне потом и скажи, что мне делать, как мне и как мне помочь. Я должна им перезванивать. На этом наш разговор заканчивается. Дальше не будет ничего. Здравствуйте, вот напишите мне ответ, вот моя почта. Человек обращается к тебе за помощью для ребенка. Хорошо. Пишет там фотографию ребенка, отправляет, и в конце: хорошо, я скажу, если будут перемены. Не хорошо, твою мать, а спасибо вам большое, что вы взялись. Это не моя святая обязанность, я могу и отказать. Если я сказала, что я детям помогаю даром, я помогаю даром тем детям, у которых родители нормальные люди приходят, просят, я помогаю. Если вы приходите, извините меня, один мужчина вообще из Казахстана меня очень сильно удивил. Когда я сказала, что люди, у которых смертельная болезнь, могут мне написать, он написал: Петр там Васильевич, такого-то года рождения, диагноз такой-то. Я говорю: и? Ну вы же сказали, что вы помогаете, вот я вам и пишу. А манера, простите, а можно? Помогите, пожалуйста. Никому не отказывала, никогда никому не отказывала именно людей, которые смертельно больны. Но в последнее время начала отказывать, потому что вижу, что настолько охамевшие, извини меня, если ты смертельно болен, это не значит, что ты герой Советского Союза, и у тебя особые льготы. Ты обращаешься к человеку, который через себя пронесет твою болезнь и тебе поможет. Ни здрасте, ни до свидания. На, вот тебе, на, вот Петр Петрович, давай снимай с меня. Ты же сказала, что снимаешь. Извините меня, мне за это не дается государственная награда, знаете, и прочее. Мне запомнился один случай, когда один человек хлеб раздавал пенсионерам бесплатно, абсолютно, армянин, по-моему. Ой, какая область-то? Тамбов, Тверь, не помню. Так эти бабушки возмущались, приходили и обзывали этих продавщиц последними словами, мол, почему там вы не дождались, вот через 3 дня она пришла, и весь мой хлеб, мой паёк дайте. Там говорит человек: вы понимаете, в этот день должны забрать, если не забирать, другим отдаем. Заявление в прокуратуру написали, чтобы этого человека посадить. Вместо спасибо, одна вообще в шубе там норковой стояла такая сучка еще советских времен, наверное, этот партийный деятель. Вы знаете, я считаю это оскорбление. Надо бы еще и масло людям, и вот это, понимаете, и на дом лучше, это же старые люди. То есть человек должен оплатить за свой счет еще по домам возить вам масло, икру, осетру, да, вот. Понимаете? Вот к чему приводит доброта, которая оказывается тем людям, которые это не увидят, не ценят. Доброта приводит к тому, что уже тебе практически приписывают как бы в обязанность. Я не обязана, я могу вполне отказать. Кто сказал, что я должна, обязана любому, кому плохо в этой жизни, помогать? Я вполне могу и отказать. Вы не задумывались об этом, нет? Так задумайтесь, пора уже. Сказала 100 раз, не пишите, почем ваши услуги. Сказала 100 раз, я не возвращаю мужиков. И самый тупой вопрос после, когда я говорю: я не занимаюсь этим, мне это не интересно. А чем вы тогда занимаетесь?
Сейчас я тебе вытащу прям список всех работ, которыми я занимаюсь. Каким убожеством надо быть, чтобы, видя мой канал, мне задавать такой вопрос? А чем ты занимаешься тогда? То есть в этом мире, кроме мужиков, больше других таких важных дел нету у ведьм, понимаете? Только мужиков возвращать. Нет больных людей, нет со сломленной судьбой людей, нету людей, которым надо помочь встать на ноги, нет людей, которым просто спасение нужно. Нету, не существует. Если ты мужика не возвращаешься, ну как же? А чем же ты тогда вообще занимаешься? Я блокирую тех, которые приходят и говорят: вы знаете, я ходила по вот женщинам, вот мне не помогли, потом я вот это, а вот можно. Такие люди обожают страдать, обожают просто. И они будут ходить по всем на свете, все хаять, плакать, что им никто не помог. Они обожают страдать. И они к тебе тоже приходят для того, чтобы потом пойти про тебя тоже сказать. Дело не в том, что там кто-то были пустышки и так далее. Нет, дело не в этом. Обожает человек, который любит путешествовать по этим бабкам, магам, колдунам, ты никогда им не угодишь. Они вечно будут что-то искать, что-то до самой смерти будут искать. И так и не найдут. Люди, которые приходят, говорят: вы знаете, у меня вот это, вот то, у меня вот такая порча. Я говорю: если вы так хорошо все знаете, тогда идите сами делайте. Я блокирую таких людей. Люди, которые приходят, говорят: а можно мне самой вот сделать вот это все? Я и таких людей блокирую. Потому что я миллион раз, я не могу для каждого человека по новой и с нуля объяснять, что, вы знаете, дорогие друзья, есть вещи, которые делают практики, есть вещи, которые можно простому человеку делать. Человек приходит, я говорю: для того, чтобы я поняла, что у вас происходит, я должна вас проконсультировать. Вопрос оттуда: а зачем консультации? Сразу же можете вот определить и снять. Ты приходишь к врачу и говоришь: у меня температура. Что говорит врач? Все, пошли в операционную, там у тебя заразная болезнь, тебя будем оперировать. Наверное, сначала говорит: сдайте анализ, посмотрим, да, что у вас, и пройдите там обследование. После уже поймет врач, что у вас за болезнь и как это лечить. Как можно сходу, мне нужно сразу же сказать: а зачем консультация нужна? Вы же можете сразу вот прямо снять. Меня раздражают эти слова: вы помогите, я вас отблагодарю. Не нужно меня благодарить, оплатите мою работу. А благодарность оставьте себе. Если вы достойный человек, вы еще и отблагодарите, потому что так тоже делают многие люди. Если нет, ты ни это не сделаешь, ни то, понимаешь? Не надо меня благодарить. Напоминает этот цыганский класс, где я преподавала. Училка, дай 5, и счастье тебе будет. Отблагодарю я тебя, ты мне помоги. Не надо благодарить. Моя работа стоит вот столько. Вот это и есть благодарность, потому что это мое время, мои силы. Если я трачу на вас свою жизнь, я должна хорошо жить. Я не собираюсь побираться, я не собираюсь в рваных штанах ходить и помогать с утра до ночи людям, которые завтра со мной даже не поздороваются. Понимаете? Абсолютно. Люди ценят тогда, когда они за это что-то отдают. Если они ничего не отдают, они не ценят никогда. Я еще очень редко я видела людей, которым просто помогаешь, и они помнят и благодарят. Как правило, тем, которым ты просто так помогла, потом идут про тебя сплетничают, гадости говорят. Знаете почему? Чтобы не чувствовать себя обязанными. Они обнуляют сделанное тобой. Ты это не она, это просто случайно так вот получилось. Случайно. Случайно рак ушел. Случайно боли пропали. Правда? Случайно ребенок родился, который 7 лет не мог рождаться. Случайно дом дал государство, который еще должны были в 2020 году дать. Все случайно случилось. Она тут ни при чем. Это я просто Богоматери молилась, матушке, вот. Так ты хоть обмолись, оттуда тебе ничего не дадут. Ну а зачем сказать спасибо? Я заношу в черный список людей, которые приходят, пишут: я вот тоже ведьма, у меня вот способности, дар там бабушка, прабабушка передала. Я сразу их заношу в черный список. Я заношу в черный список людей, которые говорят: скажите, а у меня есть способности? Я их тоже заношу в черный список. Потому что я никогда в жизни никому не пошла и не спросила: скажите, а у меня есть способности? Мне это было не нужно. Я знала, что они есть. Я знала, что я не такой человек, как все. И это было у меня с малых лет, и дальше еще больше развивалось, и до сегодняшнего дня. Никогда человек со способностями не ходит, не спрашивает. Если ты спрашиваешь, есть ли у тебя способности, у тебя их уже нету.
Вот эту мою крылатую фразу свистнули некоторые люди и присвоили себе. Как и, впрочем, очень многое. Я заношу в черный список людей, которые 2 часа ночи звонят упорно и говорят: ой, вы знаете, просто ваш номер был там просто это написан. И дальше номер был написан. Там написано было в срочном порядке 2:30 позвоните. Сегодня мне звонит женщина упорно, до упора. Неужели у вас нет культуры? Вот вы минут 15, я даже ради интереса думаю, интересно, а сколько будет звонить она просто? Вот 15 минут визжал телефон, она отключила. Думаю, сообразила. Через пару минут опять. Беру я, говорю, слушаю вас. А вот это ведьмина, которая вот это, да? У вас культуры даже нету. Перед тем, как позвонить хотя бы, или сказать: здравствуйте, вы знаете, я извиняюсь, вот я ваш номер увидел в интернете, просто не успел узнать, как вас зовут, вот канал у вас «Ведьмина изба». Хотя бы так можно сказать? Вот это вот ведьмина, которая вот это, как там, я даже не знаю, вот мне вот номер я посмотрела, вот это вы? Я говорю, зовут меня Инга, дальше что? Вот вы дали вот там омоложение, там где это покупается? Твою мать. Я просто выключила, я ничего не сказала. Выключила и кинула в черный список. Омоложение, которое даете, где покупать? Если вы не знаете, если вы не умеете разъяснять свои мысли, знаете, если вы не умеете объяснять, что вы хотите, что вы ждете? Я должна сидеть и угадывать, что вам надо? Скажите мне на милость, пожалуйста, кто-нибудь, что означает вот это омоложение, которое где покупать? Я омоложение продаю где-то? О чем вообще речь? Если речь о том, что вечная молодость, заговоры, то там все ясно, четко сказано, там на яблоко, на то, там покупать ничего не надо такого, чтобы надо покупать, вот вам идти. Еёшные, ихные, вот егоные, а потом еёные, когда поехали, еёшные пришли. Я не знаю, как говорить с вами. Вообще не знаю. Поэтому, уважаемые люди, если вы после своего недостойного обращения попали в черный список, не удивляйтесь. И больше не пытайтесь из других номеров мне написать, я вам не помогу. Я человек принципиальный. Я как сказала, вот это железно. Если нет, это нет. Были времена, когда я жалела, все-таки бралась после слова «нет». Но потом я очень сильно жалела о том, что пожалела. Потому что если человеку говоришь «нет», это внутреннее твое чутье, когда говорит «нет», значит «нет», значит силы тебе дают знать, это не тот человек. Не приближай этого человека, не делай ему ничего хорошего. Прежде чем обращаться к кому-либо, научитесь культуре общения. Если я куда-то звоню что-то заказать для себя, здравствуйте, это магазин такой-то, я звоню вот по объявлению, или я звоню, увидев ваш канал. Это ваш номер. Я правильно попала? Да. Будьте добры, вот мне нужен вот такой-то, такой-то товар. Я хочу вас заказать, вот артикул такой-то. Человек пробил, прекрасно, там стоит столько-то. Доставка вас устраивает такой день? Да. Будьте добры. Наведите порядок в башке, в голове. Если нет порядка, если у вас в головах разруха, ваша жизнь будет в разрухе. Если вы не можете даже звонить и нормально объясниться, что вам нужно, куда вы попали, по какому вопросу вы звоните, у вас в жизни будет все так вот на разброс. Вы понимаете или нет? Если вы не знаете, как меня зовут, хорошо, на канале тогда спросите, будьте добры, скажите кто-нибудь, как зовут вот создателя этого канала, вам напишут. Хотя, если вы захотите «Ведьмина изба» набрать, там наберете везде, на моем канале, например, на моем сайте написано сайт Инги Хосроевой. Это очень легко понять и узнать. Надо хотеть узнать, не просто, знаете, вот, ну, позвоню, а там будь что будет. Что-нибудь скажу, там как-нибудь чего-нибудь. Вот как-нибудь чего-нибудь вас посылает на 3 буквы, когда как-нибудь. А когда по-людски вы пишете, вас принимают, объясняют. И так ни одному нормальному человеку я еще не нагрубила, когда человек по-людски себя повел. Я говорю, в эти дни вот эти вот
тему создала, да, послание предков, я пожалела 100 раз. Я в одном комментарии отключила, чтобы больше не писали, потому что там наверху я сказала, что вопросы закрыты, все, я уже снимаю ответы, все равно пишут. Во втором, где ответы, я уже матом просто написала, что не пишите вопросы больше, это ролик, ответы, читайте в начале, прежде чем написать. Я матом написала, и мне в ответ на мат, матерный этот пост, внизу пишут, а расскажите про моих предков, пожалуйста, спасибо. Блядь. Значит, я матерю их о том, что не пишите вопросы здесь. Это уже ответы. Здесь вопросы не пишут. И мне под этот вот вашу мать не пишите, мне пишут внизу. А про моих предков скажите, пожалуйста. Даже не читают. Или прочитали, просто решили, ну я напишу, вдруг повезет. Я блокирую тупую философию, религиозную, национальную, которую вы пытаетесь там внедрить, навязать. Я блокирую ваше мировоззрение, которое абсолютно ни в какие ворота не лезет. Вы сидите под всеми роликами, вот это пихаете людям, как, не знаешь, вот это вот так должно быть. Еще раз говорю, у вас есть свое мировоззрение, свое мнение, откройте канал, вот там это все показывайте, объясняйте с точки зрения вашей. Я вам не позволю превращать мои форумы в какую-то пропаганду дебилизма. Не позволю, и все, понимаете? Это мое личное. Хотите, обижайте, хотите, идите там в других форумах, облаивайте мне. Мне абсолютно параллельно. Когда-то мне было неприятно, что вот это несправедливо, неправда, люди вот так себя ведут. А сейчас мне абсолютно начихать. Что вы сделаете? Вообще чихать я хотела. Потому что, я так поняла, мне жизни не хватит всем объяснять, всем доказывать, всем прояснять. Это нереально просто. Я могу только на своем канале иногда ролик снять, объяснить там общую картину, да, и все на этом. Сказано 500 раз. Я не возвращаю мужей. Ой, пожалуйста, ну все равно, вы знаете, вот у нас вот это все равно такое вот. Не возвращаю вашу мать. Нет, нет, нет. Если сказала нет, значит не хочу, мне это не интересно. Не хочу. А почему? Я вас отблагодарю. Да благодари себя, мне не надо благодарить. Вот те, которых я кинула в черный список, с других номеров не пишите. Вы безвозвратно ушли. Вы больше ко мне никогда не попадете. До конца своих дней. Это 100%. Даже не обсуждается. Я очень жестокий человек в этом отношении. Если я выкинула человека, все. Я этому человеку помогать не буду. Однозначно, поверьте. Все. Я жестокий человек в этом отношении. Я считаю, прежде чем обращаться к такому человеку, как я, вы должны подготовиться, вы должны узнать, кто этот человек, как к нему обращаться, что сказать. Тем более, что этих роликов 500 штук. Можно просто открыть и посмотреть, чтобы понять, да, мне вот надо вот так обращаться к этому человеку. Вы поймите, вы оскорбляете не просто меня этим, вы оскорбляете силы, которые через меня вам помогают. И они вам помогать не будут. Если вы так себя по-быдляцки ведете, они вам не будут помогать. Понимаете, я постараюсь, но они не помогут. Научитесь изъяснять свои мысли яснее, пожалуйста. Говорить по-людски, говорить по-человечески. Я не говорю, чтобы вы соблюдали все запятые и точки. Нет. Но когда звоните человеку, вы знаете, кому звоните. Не вот это вот, а это самое вот это, которое вот, как там у вас вот что-то там есть, вот я видела, вот это самое... И вот омоложение, которое у вас, где купить? Не вот так вот по-идиотски звоните, чтобы я просто больше не хотела с вами иметь ничего общего. Здравствуйте, можно к вам обращаться? Сказала, если вы до меня не можете дописаться, да, не можете достучаться, пишите несколько раз в день. Раз в 4 часа, один раз, еще раз киньте это смс. Получится, я сразу же посмотрю и отвечу вам, как только у меня будет время. Кто хочет, тот достучится. Но я сказала, формулируйте свою мысль. Здравствуйте, нам нужна помощь. Или напишите в чем именно, коротко, или напишите, просто нужна помощь. Можно обратиться. Я и так вижу, что у вас происходит. Мне не надо ничего рассказывать. Кто ко мне обращался, прекрасно знает, как я четко, ясно по полкам всю их жизнь раскладываю. Мне не надо ничего рассказывать. Я отлично все вижу.
Вот, знаете, вот это вот свекровь, потом соседи пришли, потом... Да елки-палки. Порядок наведите в головах, иначе эта разруха будет в вашей жизни в том числе. А те, которые в черном списке, там и останутся. И кто еще туда пойдет, там и останется. Никого выпускать не буду, амнистии объявлять не буду. Однозначно. Поэтому задумайтесь, прежде чем ко мне обращаться. Да, ко мне нужно особым способом обращаться. Я не ваша подружка, не родственница, не прохожая случайная. Я человек, который может спасти вам жизнь, а может ничего не сделать. Понимаете? Задумайтесь над тем, кому вы идете. Может, вы привыкли к этим уличным гадалкам, к этим ютубским магуйкам? Ой, мои хорошие, дорогие, прекрасные, любимые. Может быть. Допускаю. Но они вам жопу лижут, потому что они себя ничего не представляют, и от вас зависит их жизнь, житие, понимаете? Пару копеек, которые вы им кинете, как шавкам. Я в этом не нуждаюсь, у меня тысячи людей. Не нуждаюсь, это вы должны меня просить. Я вас не просить, не уговаривать, не облизывать, не собираюсь. Учтите это на всю свою жизнь. И чем дальше, тем тяжелее будет ко мне попасть. Потому что чем профессиональнее человек, чем сильнее его работа, тем дороже они стоят, тем труднее попасть к этому человеку. Так должно быть, это правильно. Человек растет, человек больше набирает сил своим трудом, тем, что выкладывает, своим здоровьем и так далее. Это нормальная вещь. Чем дальше, тем сильнее человек, тем больше узнают, тем дороже его работа. Надеюсь, мы друг друга поняли. Всем удачи!